Всем здравствуйте, меня зовут Елена, я мастер оздоровительных практик, работаю в Краснодаре. Сейчас будем делать Тимуру массаж висцеральных внутренних органов. В дальнейшем проработаем спину с глубокой проработкой мышц и всех блоков. А в конце уже некоторые приемы из Юмаиха, мягкая мануальная техника. Приступим. Ну, для начала у нас идет знакомство с животом. Не сразу мы будем в живот входить. Необходимо его познакомить с нашими руками. Сначала по часовой стрелке пройдем по животу, проработаем, посмотрим внутренние органы. Предварительно уже сразу я понимаю, где есть напряжение, с чем придется работать. Это журчит чай. Облепиховый. Облепиховый вкусный. И познакомимся с животиком. И начинаем с луковицы 12-перстной кишки. Если есть какое-то напряжение, можно сказать, или острая боль. Ну так, чувствительно. Не остро, но... Давящая больше. Ну да. Это напряжение луковицы необходимо расслаблять. Каждый орган в порядке последовательности нужно проходить. Ну и, как правило, минута-две держать, В Камбодже удерживать. прям локтем давили со всей дури. Ну, можно еще больше иногда спазмировать орган. Смотря какие животы. Бывают, конечно, животы громоздкие. Тогда мы давим локтем. Нет, это мой. Был. Сейчас желчные. А здесь напряжение ощущаете? Ну да. Ну как? От давления поверхностное или глубокое? Ну оно, кстати, падает. Оно потом расходится, да, расслабляется. Когда орган в спазме, он всегда дает нам боль либо острую, либо тупую. И нам необходимо, вот, чтобы оно как рассасывается, расслабляется. Да нет, сейчас нормально, в принципе. Хорошо. Теперь печеночку. Печень в порядке. В порядке? За пределы не выходит. Ну так, конечно, чувствительно. Ну да, он ощущается, этот массажик такой. Сейчас левый угол печени чуть-чуть. Глаза с орбит не выходят. Не. Что даже плечо чуть отдает. А это фасциально у нас везде крепится. Ну, и между собой соединяются эти фасции. Может отдавать даже там, где раньше беспокоило. Зачастую бывает как раз, когда работаем со спиной, не помогает ничто. Боль остается. Переходим к животу, и боль отдает там, где беспокоила спина. То есть какой-то орган спазмируется. У нас органы, они же как паутины, между собой соединены фасциями. Какой орган спазмировался, крепится к определенному отделу позвоночника. Да, вот сюда куда-то. И, следовательно, где спазм органа, какую фасцию он стягивает, там и идет боль. Сейчас поджелудочную. Вот так вот ее обдавим. Ну здесь меньше всего. Меньше всего. По-моему, там не было. Сейчас сигмовидка в ход идет. Здесь есть напряжение, да? Угу. Тоже поддержим. Не расходится еще боль. Не, уже, в принципе. Полегче. Ну это Вот сейчас лучше пошло. на поверхности. Больше даже кожи как.
Слепая кишка. Тут напряжение. Больше напряжение идет в толстой. Вот здесь пойдет. А здесь как? Ну, так нормально. В начале, когда сам нажим идет, я не понимаю, это либо кожа, либо что. Но оно, Что если конкретно кожа, это будет? как бы поверхностно. Нам надо до глубокой достучаться. Это не больно, в принципе. Ну, чувствуется, конечно, давление. Давление просто чувствуется по коже. Тонкий кишечник. Вот здесь есть напряжение. Еще какое. Сейчас еще немножко с тонким поработаем. А боль острая? Нет, ну, да как, я даже не понимаю. Вот острая Ну, боль. острая, ужасная. режущая бывает боль. Но она не режущая, но... Да, чувствуется. Ну, больно. У меня на спине тоже иногда так бывает больно. Сильно давит. Ну, просто здесь еще страх такой. На спине-то не страшно, а здесь как бы... За живот боимся. Ну да, куда-то во внутренний орган залазит. Сейчас будем подбираться к почкам. И сейчас как раз мы подбираемся к ней глубоко. Вот она. К левой почечке. Больше неприятно, что в животе. Ну да, да. Не все любят, чтобы в животе гуляли. Вот она почка, сейчас тут ее тревожу. Всё. А если у кого там проблемы какие-то? А это проверяют, есть ли опущение почки. Необходимо тогда нам поднять ногу. Сейчас я уберу подушечку. Я не то чтобы как раз давайте проверим. Напросились. Сейчас проверим правую. Сейчас я ее сначала нащупаю. А теперь прямую ногу медленно очень надо поднимать вверх. И если натяжение ощущается больнее, нет опущения, ее нормальная она абсолютно. Она не двигается с места, то есть она не смещена, подвижность на месте. Ну и также проверяют левую почку. Сейчас мы перевернемся и проработаем спину. Да, потихоньку. Но я вижу, еще и лопатки лежат неравномерно. Левое плечо выше. Может быть, подвывих был плеча? Стоя не посмотрели вас. Ну, сейчас будем смотреть. Тут и по лопаткам видно, конечно. Всегда массаж спины я начинаю с шеи. Ну, улучшить кровообращение, приток, отток. Так как у нас идет приток по сонным артериям, а отток по позвоночным. И чтобы у человека не шарахнуло давление, необходимо отработать отток. Особенно если необходимость есть в постановке банок. Сильно здесь больше напряжено. Да, больше с этой стороны напряжение, с левой. Здесь выступает очень сильно позвоночник. А здесь наоборот проваливается. Бывают головные боли?
Ну да, особенно если когда неправильно спишь. Ну так, не то, что Положение. часто. Мгм. Но в целом я как бы сам умею, если я понимаю, что это от шеи, найти точку какую-нибудь, подержать, подавить, помять. Вот с такой шеей часто бывает наоборот подвижность суставов частая, нестабильность как бы шейных позвонков. Вот такая шея, как у вас. У них очень легко хрустит шея. У меня хрустит. Вот здесь напряжение. Но больше все равно напряжение идет с правой стороны, как по мне. Хорошо, когда тело проработано, как у вас. Но для специалистов это скучная работа. Ну, кто что говорит? Вот в Камбодже мы были, она говорит, у тебя все забито, там все. Нет, мышцы мягкие, Тебе волна поэтому идет. больно. Волна идет, никак приходят, там все проводишь пальцами, застрял в мышцах. Тут мягкие. Есть блоки, которые я говорила, как можно вывести, но мы этого делать не будем. Пусть это останется секретиком. Вот эти блоки как раз вот они. Вот эта мышца, которая гуляет у нас, убегает, там вот чувствуется. ее и необходимо как раз расслаблять, приводить в состояние растянутости, а не напряженности, как она сейчас. Мы пробовали снимать и камеру ставить на лицо Тимура. Ну, я взял вторую. Бывает, там тоже интересные мимики. Терпимо так, в принципе. Да, да. Сколиоз, искривление с детства идет. Я думаю, что да, но первый раз в спортдиспансере, ну, прям озвучили, что вот у тебя там есть. Но он, это было лет 13, с того момента он, как бы там, уже когда я вырос, вот он стал таким, как сейчас. Ну, я так понимаю. Так, я думаю, да, с детства, потому что вот именно в детстве у меня, когда долго сидишь, например, тянуло плечо, шею, то есть я думаю, основное как бы с шеи шло. Ну да. Возможно, рождаются, бывает, кривошея. Но раньше это не особо ставили. Ну, там мне надо, да, когда даже природа там повреждает, могут там что-то А нет. это даже запланированно делали. Ой, фига себе. Выгодно так под вывих атланта ставить. У каждого
второго подвывих атланта, но у вас его нет. Когда есть подвывих атланта, здесь образуется как будто родимое такое пятно, оно как сыпь. Это подвывих атланта. Здесь нет. Может быть, он и был, да уже столько прошли всего. Я столько прошел, Атлант вправили, там Атлант справили, все ушло. Другое выправили. Есть даже вот проекционные зоны по голову, с которыми очень удобно работать. А часто больше, наверное, левое плечо беспокоит, болит или нет? Как вообще? Да плечи не болят. Не болят, просто оно очень выпирает. Вот эта мышца. Вот в детстве мама вас рожала сама? Ну да. Да? То зачастую при кесарево могут повредить, когда тянут за ручку и ножку. Вопрос задам. Вас уже от массажа не тошнит? Нет? Видишь, тем более всегда разное. Такой позвоночник, как у вас, крепление от позвоночника спокойно отстает, так как уже все проработано. Очень легко хрустит. Вы, наверное, хрустите везде. Да, хочу. Потому что крепления освобождены. А зачастую, когда приходят, наоборот, забитые мышцы и прирастает, как я говорю, мясо к кости, необходимо освобождать вот эти крепления, чтобы дать свободу позвоночнику, чтобы он не был скован, как в каменных джунглях, и прохрустеть его. Тогда дается намного легче. Вот тут здесь вот эти крепления. Вот здесь небольшое есть просто натяжение, но оно не сильное, оно и должно быть. Мышцы все-таки прирастают, крепятся к позвоночнику. Ну там сколиоз, это я люблю, Это еще из-за если я этого, встану. да. Там будет сильнее видно. Сколиоз как раз идет на левую сторону у вас. Да, туда. Туда, Поэтому потому что лопатка. эта мышца и лопатку выдвигает. Но бывали случаи, что сколиоз причиной было внутренние органы. Проработав не спину, а внутренние органы, человек выравнивался. Да, можете говорить. Потому что, да, внутренние органы тянут позвоночник, стягивают. Если учитывать, что это с левой стороны, в левую сторону, да, стяжение идет каких-то органов с левой стороны. Но у нас больше было тонкий кишечник, болезненный.
какой позвоночник. Кривенький. То есть я когда работаю, я не зацикливаюсь на одних каких-то движениях на одном месте. Надо немножко давать как отвлекающий маневр. Поделали здесь больно, перешли, сделали в другом месте. Отвлекли. Пошли дальше делать больно. Да, да. А есть такая процедура, не знаю, знаете, у меня прессура вот там. Отдыхать вообще не дают, просто Да, сплошная вот боль. я тоже не даю отдохнуть, но даю отвлечь мозг. Либо если работаем с постановкой банок, поставили банки там, ой, заболела, пошли отвлекать, делали где-то больно. К банкам привыкли, переставили их на другое место. Тогда мозг раздваивается и не знает, где же ему больнее. Как одна у меня девушка говорит, я уже лежит, не двигается. Я говорю, все в порядке? Она говорит, да, я просто уже смирилась. Хочется эту сторону, где сжато, разработать более глубоко, но она очень хорошо разработана и так. И куда-то еще глубже, это только до внутренних органов. Можно шею вот разрабатывать, потому что шея на самом деле мало кто прям. Хорошо. Вот прям детально. Вот. Ну, можно было еще тогда нам, когда лежали животом кверху, разработать ее в таком положении тоже. А у шеи там я даже эти точки знаю. Вот. Крепление. Ну, вам, наверное, крепление-то разрабатывали? Ну, я еще сам разрабатывал. Ну, опять же, больше с левой стороны Ну да, вот я напряжение в шее. чувствую. Вот оно, вот оно, вот оно. Здесь, походу, ременная мышца шеи. Во. Она как раз и идет туда. Я и говорю, всем у меня ременные проблемы. Да. Ощущаете, что по левой стороне, опять же, все больно, напряжение. Вот здесь. Нежели справа проваливается рука, уходит. Ну да, Что, а здесь ну, напряжение. да. Все левое. А в шее, в принципе, одинаково. С той стороны.
Есть где-то еще болезненные точки? Ну, шеи, да. Они везде болезненные до сих пор? А, не, ну так они не Вообще, болезненные. да, вообще. Нет. Ну просто их несколько в шее есть, и значит, это при определенном давлении будет такое ощущаться. Просто я не знаю, это у всех, наверное, может. Болит шея? Ну, да, не то, что болит, а вот когда в точки попадаешь определенные. У всех. Ну, есть шеи, где уже прям проработано, и точечки найти не можешь. Ну, у вас шея, в принципе, я говорю, тоже все тело проработано. Спина, шея, более-менее. Поэтому я и спрашиваю, что есть ли еще где-то вот болезненные, чтобы вы как подсказали, так как с такой проработанной шеей работать скучно. Вот здесь, допустим, есть некое напряжение. Вот ловлю эту мышцу, пытаюсь на нее давить. А больно ли вам? Ну, чувствуется, да, что что-то там есть. Ну, не больно. Не, ну, то есть я уже сбился вот это, вот, я не Да-да-да. понимаю, как... Уже боли вообще не Просто у меня есть ощущаю. разные уровни боли. Есть вот больно, но нормально. Есть прям больно, когда вот у меня вот так вот тело там уже Ломается. изгибается, вот как в Камбодже или на Миопрессуре. Короче, если вас отправлять на пытку, вы выдержите все. Ну, нет, Да. что нет. Просто есть, когда люди спрашивают, больно или нет обычные массажи, я там вообще не понимаю, что там может быть больно. Дальше есть, ну вот когда что-то такое уже упирается, и такой понимаешь, что да, здесь, наверное, больно. Есть вообще жесткое. Все равно хочется прийти к этой стороне. Хоть запрос проработать шею. Она напрашивается здесь. Ну, если напрашиваться, так Потому сделать. что там такая мышца. Да такого прям нет запроса. Просто когда спрашивают, а какие у вас проблемы, я такой, ну, в принципе, особо нет, но если хотите проблемы, вот шея есть. Самые проблемные. Именно по ощущениям.
Если бы, наверное, вы не делали массажев, то у вас было бы еще больше искривления. Вы правильно выбрали путь. Мышцы бы еще больше тогда спазмировались. Точно бы дугой лежали. Но я не помню так, что какие-то проблемы были до массажа. Ну, может, это мы моложе был. Возможно, оно же потом все с возрастом приходит, когда начинаем расти, и все начинает меняться больше. Больше идет изгиб, наклон в одну сторону. Стянутость. А тут проработано, но в любом случае оно есть. Вот еще бы закачать их, тогда было бы ровненько. Спортик подключить еще прям вот на эти мышцы. Сейчас руки проработаем. Как для меня, так клиент скучный, когда не плачет, песни не поет, стихи не сочиняет, не ругается матом. Тоска. Подготовленный. Да. Тут такие таланты открываются от болей. Кто-то поет, стихи читает. Глядя на вас, все думают, что это релакс, массаж. Так оно и есть. Я думаю, видно, что Подготовленный. сильно. А есть кто просит скидку по времени, чтобы сбежать. Один как-то встал, посмотрел, обернулся на кушетку. Я думала, что-то забыл, телефон или что он там. Я говорю, что-то случилось, он, смотрю, тело не осталось ли там, может, душа оторвалась. Я говорю, а теперь садитесь на колени на пол. Он, зачем? Я говорю, молиться, что живы остались. Вот иконы, говорю, видите? Да, сколько прав, кстати, он крестит вообще-то. Спину крестит перед началом. Да, но некоторые свечки зажигают. По-разному все.
В поясничном отделе тоже ничего не беспокоит. Но если долго, например, стоять или ходить. Так это почки. Если начинает поясница ныть, они тянут фасции. И начинают фасции, которые крепятся к определенному отделу позвоночника, тоже тянуть. И, естественно, дает ноющая боль. Часто у женщин перед менструальным циклом, когда начинается болеть поясница, это говорит о том, что это почечки начинают запасаться, работать, чтобы выгонять всю плохую застойную уже кровь. Через них же тоже все проходит. Ну, вот я даже заметил, вот я что часто в этом кругу подряд лежу, то есть голова чуть вперед уходит, и вот где-то здесь, вот здесь вот начинает как такое напряжение быть тоже. Давайте посмотрим. Ну, вот. Да, желательно иметь, конечно, проработав шею, стулья. Ну, есть специальные для массажа, где садится человек, просто наклоняется по-другому. Вот здесь, да? Это здесь. Но это тоже вот из-за того, что... Когда голова так. Ну да, вот он в дырке лежит, она же как туда вперед чуть-чуть и что-то там растягивает. А вообще бывает, допустим, боли в ушах или уши? Когда поясница болит, уши не задействуются? Нет, да у меня поясница редко болит. Ну, когда ну, там когда да. стоишь. Или А вообще особенно уши когда это голодный. тоже проекция почек. Уши особенно. Это как раз они же и похожи на почку. Если беспокоит что-то в ушах, выскакивают, бывает, прыщи или в ухо, шум там в ушах, это застужение мочеточника, проход ушной, это мочеточник. Да, вот это. Там не чувствуется ничего, никакого напряжения. Здесь есть небольшое такое, даже не напряжение, а твердость. Вот здесь. Может, эта мышца и перенапрягается, когда лежим в провал, идет напряжение в шейном. Такая небольшая точечка, она вот тут. Вот она, вот она. Вот здесь, вот она вот ощущается. Да, да. Вот Вот я это. сам часто там. Да. Вот для сравнения тут. Ну, вообще там тоже должно что-то быть. Тем более это левая, да, сторона. Вот здесь вот она, вот она. К ней сейчас глубоко туда. Мы уже до черепа дошли. Такие мышцы мягкие. Не у каждого ребенка они такие. Да, вот это нормально. Прям как надо. Ну, цепляется хорошо просто. Есть за что зацепить. Да, мне даже самому охота вот так крутить, чтобы оно там разминалось. Подвешать, да, так за голову. За ноги подергать. А на вытяжении правила же были вы? Да, было. Застой.
Есть тоже один лайфхак, я не знаю, кто-то его делает, я очень давно его делала. Это как растянуть позвоночник, сам позвоночник. Можно показать. Сейчас надо подготовить нам простынь. Видела еще в Красноярске, кто-то мне это показал как-то один раз. Это уже жестко. Если что-то там где-то на севере. Да. Вот такой красивый у нас пояс, как у паратиста. Пояс. И сейчас там это контролируйте свое хозяйство, чтобы я его не скрутила. Держитесь за кушетку прям крепко. Можно чуть-чуть даже туда подвинуться, чтобы было удобно. А мне необходимо вот это все закрутить. Я не дошла до кондиции. Нет? Не, нормально. Нормально? То есть я должна это закрутить и сделать упор лучше в стол, чтобы стол не двигался. И сейчас я буду тянуть. Вот если бы есть возможность, можно пальцы положить, будет ощущаться, как позвоночник растягивается. Ну, кому-то третьему. Здесь третьего нет. Вот я затянула, и теперь начинаю тянуть. Держимся. О, хрустнул. Хрустнул, растянули. Вот вытягиваем. А клиент должен держаться крепко руками. Резко нельзя отпускать, нужно медленно, потом и отпустить. Вы растягиваете вот так. А теперь медленно, очень медленно, потому что если вдруг есть грыжа, чтобы она не защелкнулась. Вот так медленно позвоночник сошелся. Вот такой лайфхак. Интересно. Интересный. Как он мне не делает. Не, ну шею дергали. Просто. Ну да, Идеально. это тоже. Это сейчас как раз нужно будет перевернуться и нам дернуть шею. Ну, мы тогда уже завершим, да, с массажем. Вот погладили, разгладили, все хорошо сделали. Побили. Классика. Ну, шею, наверное, дергали тоже в полотенце, да? Да. Качели. Так хорошо отвлекать детей, когда они боятся. Потом еще можно подтянуть. Тоже так дернуть, но она уже не дернется, она растянута. Вот, и теперь сядем на пол, сделаем хрусть. Помолимся, типа живы остались. Так. Садимся на коленки. Всё. Прямо расслабить надо на колени сесть. Удобно так сидеть на коленях? Все хрустнуло. Да, пока Удобно, да. Ну, сейчас просто шею тогда немножко повторим. Здесь она уже не пойдет. Уже хрустнула, когда лежали. Один только. Так, сейчас вот мне надо вас на себя. Если больно ногам, то можно Нога. обойтись. Мне всегда, ну ладно, нормально. Вдох и выдох. Вот здесь пошли несколько. Ну и скрутка это самое такое приятное из всех. Тоже вдох и выдох. Ну, тут она просится, тут и напряжение. Ну, давайте Там по второму кругу. Вдох, выдох. Здесь другую сторону. И опять же эта сторона хрустнула в обе стороны. Все, завершили. Дальше побили, руки вывернули. Нет, не щелкают. И когда делают, конечно, юмейха, потом вот так бьют и проверяют, расслабленное ли тело. Бывает, ну тут расслабленное, бывает, как колотушки. Это, ну, как проверять тело. Ну, так и так расслаблено. И главное, больше расслаблен вверх до пояса, а ноги держат. Потому что еще сидим так, напряжение. Так. И в любом случае ноги, видимо, меньше всегда поддавались массажу. Ноги очень редко. Поэтому да. Все. Готово? Да, я говорю, я даже забыл, что мы снимаем, там, я даже не следил, там, контент, не контент, что подходит, я просто реально сосредоточился на том, чтобы, как бы, свои запросы выполнить. Поэтому прям я рад, мне нормально так шею проработали. Ну и контент, наверное, интересный. Так что спасибо, все было интересно, что-то новое показали. Главное, шею мою проработали полноценно. Главное, чай попили. Чай попили, да. Дальше садимся чай пить. Хорошо. В общем, ставьте лайки, спасибо. Пожалуйста. Для здоровья. До свидания.